Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, а это 50 дней хардкора, Сабнатика Below Zero. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing. Все начинается в ангаре космического корабля. Мы садимся в челнок, чтобы полететь на планету. Как вы, наверное, уже догадались, посадка прошла мягко, как всегда. Вылез из челнока и начал сбор ресурсов, разбросанных в округе. Собрал всю еду и воду и отправился к спасательной капсуле. Как только зашел в капсулу, сразу же закрепил вещи, которые мне нужно скрафтить, и отправился на добычу ресурсов. Скрафтив все, что мне было нужно, начал поиск новых чертежей. И таким образом нашел мореход. Это аналог мотылька из первой части. Не забывал наслаждаться красотой игры. Вы просто посмотрите на этот закат. Ладно, пора работать. Синтезировал чертеж морского глайдера. Незамедлительно скрафтил его. Теперь буду побыстрее плавать. На утро отправился на схрон аварийного снаряжения, где синтезировал чертеж минералоискателя. Полезная вещь. Ни разу не использовал, правда, но да ладно. Кроме чертежа было много сундуков с едой и водой. Заплыл в пещеру и поймал какой-то сигнал бедствия. Надо будет туда отправиться, но сначала все ресурсы в дом. Места в шкафчике не так много, а создать сундуки не особо хотелось. Поэтому отправился на поиски строителя. Его почему-то изначально нет. Нашел плавучую платформу, но на ней ничего интересного не было, а вот на льдине были пингвины. Я даже мелкого захотел взять себе на воспитание. Но взрослые меня отговорили от этой затеи. Ладно, Фуфик, прощай. Я буду скучать. Через какое-то время нашел зеленые столбы. Они, возможно, и переведут меня к сигналу бедствия. И да, я не ошибся. Тут я собирал ионные кубы, пока какой-то голос говорил, что ему нужен новый носитель данных, и от него зависит судьба всей цивилизации. Я любезно предложил свой КПК. Вошел в большой зал. Вот этой штуковине, видать, и нужен новый носитель. Ну, не знаю, как ты поместишься в мой КПК, но... На. Куда? Не надо, дядя! Носителем оказываюсь я, а не мой КПК. Выбравшись, я отправился в спасательную капсулу, и тут мне поступает неизвестный звонок. Это тот самый голос. Его зовут Алан, он принадлежит древней расе предтечи. И чтобы вытащить его из нашей головы, нужно создать ему новое тело. А так как он был давно отключен от сети, координат его частей он нам подсказать не может. Придется все искать самим. Вдалеке был остров, где находится станция Дельта. Выбравшись на сушу, пришло сообщение, где какая-то женщина говорит, что я попал на ее территорию. И если я хочу жить, мне лучше уйти. Ага, сейчас, разбежался. Будут мне какие-то неизвестные женщины указывать. Может, тут где-то строитель завалялся. Спасите! Пока Алан говорил, что эту женщину лучше избегать, я изучил вагон новых чертежей. Тут и комната сканирования, шкаф, многоцелевая комната и самое главное, строитель. В капсуле немного пообщались с Аланом. В чем мы похожи, так это в том, что мы оба не доверяем Альтере. Ну, наконец-то можно построить свою базу. Весь 4-й день у меня ушел на добычу ресурсов и строительство моей базы. Под своей базой нашел чертеж баллона высокой емкости. И вы серьезно? Со мной рядом был строитель? Спасибо, дура. Заплыл в новый биом, где пособирал гелеобразные мешочки и алмазы. Также синтезировал пару чертежей. И все еще достраиваю некие элементы на базе. 6-й день посвятил исследованию нового. Плавал, искал чертежи и какие-то новые ресурсы. Нашел артефакт архитекторов. Как сказал Алан, он поможет найти следы, оставленные его народом. Дома посадил орехи. С едой и водой все в порядке. Намного проще, чем в первой части. Поставил радиомаяк, чтобы всегда знать, где мой дом. Поставил сборщик транспорта и следом создал мореход. Блин, ну мотылек как будто выглядел покруче. Вернулся на остров, чтобы его доисследовать. И добрался до спутника. Тут нужен был модуль тестового режима. Где его взять? Я пока не в курсе. Отправился на поиски той неизвестной мадамы. Увлекся поиском, что забыл про кислород и чуть не помер. Немного передохнул и через какое-то время нашел базу этой неизвестной. Ее, кстати, зовут Маргарет. Заглянем к ней в гости. Исследовал ее костюм краб. Вдруг такой же сделать могу. Увы, нет. Я очень расстроен. Не успел зайти в комнату, меня опрокинул космопес. У нее на кровати исследовал модуль тестового режима.
то, что надо. Ничего интересного я не нашел, кроме как черепа жнеца из первой части. Опасная женщина. Нашел еще пару чертежей. Собрал немного лития и магнетита. Дома сделал крутую штуку чип интерфейса. Теперь, когда я буду искать что-то в комнате сканирования, все, что я буду находить, будет отображаться у меня на экране. Нашел огромную медузу, и я залез в него. Надеюсь, это был рот. Внутри нашел сперлевики, которые мне как раз нужны были. Рядом находились обломки корабля, которые я благополучно залутал. Сделал модуль погружения морехода, теперь максимальная глубина 650 метров. Нашел и исследовал еще один обломок, и тут я нашел два фрагмента узла параллельной обработки. По возвращению домой сделал модуль хранилища для морехода и пристыковал его. Построил стыковочную шахту для морехода. Нашел еще один артефакт и забрался в кристаллический биом, где пособирал уран и впервые столкнулся с Левиафаном. С обосранными штанами поплыл подальше, починил мореход и помчал домой, по пути заскочив в еще одни обломки, где синтезировал узел обработки. Что-то плавал, искал, и тут дура какая-то напала, сколько можно, и так штаны обосраны. Сжав яйца в кулак, вернулся и не зря. Чертеж ядерного реактора. Дома заменил биореактор на ядерный, также немного укрепил базу. Я нашел еще один артефакт. И Алан говорит, что данных достаточно, и он добавляет сигнал на часть компонента своего новенького тела. Следующий найденный мной артефакт, я правда подумал, что это скелет. Но видите, кости. Оказалось, это просто еще один артефакт. Немного подразнил Левиафана, этот здоровяк меня достать не может. Лох. Ну прости. Ничего, я вырасту, тебе капец. Угу. Да блин, ну отстань! Очередной артефакт, и вот я скрафтил модуль тестового режима. Вернулся на остров со спутником, подключил модуль, и антенна отключилась, все четко. И после этого Маргарет пригласила меня к себе, в теплицу, которая находится в километре от меня. Уже далеко заплыл, пока вот эта хрень не появилась. Страшная, я бы не понял, что плывут куда-то не туда. Добрался я до этой теплицы, вошел внутрь, тут меня уже ждала Маргарет с песиком. Мы поговорили по поводу сестры, а также она разрешила угостить что-нибудь из ее теплицы. Спасибо. Дома я теперь выращиваю мраморную дыню. Рядом с базой Маргарет поставил комнату сканирования, чтобы редкие ресурсы искать было проще. Благодаря этому, кстати, нашел последнюю часть баллона сверхвысокой емкости. По координатам, который дал Алан, я нашел еще артефакт, исследовав который открылись крафты ионных батарей и ячеек. Случайно попал на заброшенную базу, где синтезировал костюм краб и бур к нему. Заплыл в биом, где росли огромные цветы, и тут увидел вход в какое-то странное место, похожее на святилище. Там стояла статуя в фонтане, а перед ней лежал скелет архитектора. Подумал, а почему бы не навестить Маргарет? Она была очень рада меня видеть. На полу нашел систему защиты для морехода. Ну все, селедки, бойтесь. Прогулялся по другим комнатам, где изучил новые чертежи. Рядом со мной еще и наружные грядки были. Как же я раньше не заметил. Пришел на остров, где стоял мост. Но он был закрыт, и чтобы мне перейти на другую сторону, нужна гидравлическая жидкость. Побегав еще немного, нашел техстанцию полярного лиса. И сам полярный лис. В пещерах нашел детенышей снежных сталкеров. Я хотел подружиться, но маманя была какая-то агрессивная. Создав гидравлическую жидкость, отправился на остров с мостом. Там же сделал полярный лис и помчал на нем до моста. Заменил жидкость, выдвинул мост и отправился дальше. Все было бы хорошо, если бы не одно но. Подземный червь, который задолбал скидывать меня с моего мотика. На этом острове я нашел еще один компонент архитектора. Кожу. Создал костюм краб, стыковочную шахту и пару модулей для него. И побегал, пособирал ресурсы. В кристаллическом биоме нашел последнюю часть архитектора. Органы. Поискав еще, нашел биом с красными кристаллами. А там и место, где можно создать тело Алану. Быстро смотался домой, взял все компоненты, и вот оно. Новое тело Алана. Нажал передать данные. Отключился. Но когда очнулся, Алана уже не было в моей голове. Из разговора мы узнаем, что архитекторы тоже проводили испытания над бактериями, но Алан не выполнил приказ, и бактерия вырвалась и заразила все вокруг. Теперь ему нужно вернуться домой, и мы летим вместе с ним. Он оставил нам меточку, где он будет нас ждать. Ну а перед отправлением в новое приключение нужно хорошенько отдохнуть.
Заходим в портал и оказываемся на вершине какой-то горы. Алан готовит врата, ему нужна помощь. Выставить энергетические столбы. Для этого он нам выдает свои механические руки. Ставим столбы на места, Алан готовит корабль, я поднимаюсь на него, и мы вместе отправляемся на его родную планету. И на этом наше приключение подходит к концу. У меня сложилось впечатление, что я играл в дополнение, а не в полноценную игру. Тут не было такого масштаба, как в первой. Несмотря на это, игра мне все равно понравилась. Надеюсь, и вам понравился ролик. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо, до скорых встреч. Things are not the same.